Всем привет! Сегодня поговорим о поставках боевых машин пехоты БМП-3 в 2021 году. 11 мая более 30 БМП-3 поступили на вооружение 7-го отдельного мотострелкового полка в Калининградской области. Месяцем ранее, в апреле, около 40 БМП-3Ф получила 155-я отдельная бригада морской пехоты во Владивостоке. А еще ранее, в январе, более 20 БМП-3 поступили в 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию в Чечне. Согласно планам Министерства обороны, по поставкам бронетанковой техники в 2021 году войска должны получить более 120 БМП-3. Интересно, что по контракту 2019 года на поставку 168 боевых машин в 2021 году до 15 октября должны быть поставлены 115 единиц, что немного меньше 120 машин из плана Минобороны. Но в любом случае, как мы видим, большая часть боевых машин пехоты уже поступила в войска, а оставшиеся, по всей видимости, должны поступить на вооружение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, которая, по заявлению командира дивизии генерал-майора Владимира Завадского, в рамках государственного оборонного заказа ожидает в этом году поступления боевых машин пехоты БМП-3. Выходит, что в 2021 году новые БМП отправились в Калининград, Владивосток, Чечню и отправятся в Московскую область. В продолжение темы вспомним о планах Министерства обороны по поставкам БМП-2М. В 2021 году войска должны получить более 280 модернизированных БМП-2 с боевым отделением «Бережок». Однако до сих пор известно только о поступлении 8 БМП-2М на вооружение 90-й гвардейской танковой дивизии в Челябинской области. Остальные поставки в СМИ пока не освещались. О новых тройках и модернизированных двойках мы поговорили. И теперь, в завершении темы боевых машин пехоты, вспомним о модернизации единички БМП-1АМ. Еще в 2019 году министр обороны Сергей Шойгу сообщал о том, что в текущем году, то есть 2019, в войска должны поступить боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Но первая партия из нескольких десятков машин была передана для прохождения войсковых испытаний только в 2020 году. А в планах по поставкам бронетанковой техники в 2021 БМП-1АМ отсутствует. Не думаю, что в будущем поставки этой модели станут массовыми, так как в строевых частях количество единичек не превышает 500. При этом в войска активно поступают новые и откапиталенные трешки, а также модернизированные двушки. Скорее всего, «Басурманин» должен вызвать интерес зарубежных стран, как тех, что имеют большое количество своих БМП-1 и думают об их модернизации, так и тех, кто ищет недорогую технику, способную действовать в условиях вооруженных конфликтов современности. И тем и другим наиболее интересна серийная продукция, стоящая на вооружении страны-производителя. На этом тема БМП исчерпана. Поддержать канал вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, что думаете о всех трех машинах.